Рисовки это окей. Обводить чужие рисунки может быть полезно. Stop being delusional. Всем привет, меня зовут Арина, я художница Рицарти, и в этом видео я расскажу о том, как повысить скилл в рисовании, или же как вообще научиться рисовать с нуля. Это не значит, что я превознеслась и имею право кого-то чему-то учить. Наоборот, я сама нахожусь в процессе обучения, и поэтому я могу поделиться с вами суперважными, как мне кажется, пунктами, без которых невозможно перешагнуть на следующий этап в рисовании. А еще у меня мама преподаватель в художественном заведении, поэтому, некоторые знания мне достались по блату. Такая, знаете, будет все-таки капелька экспертности. Я училась в художественной школе, что считается такой предпрофессиональной площадкой, после которой обычно идут в художественный вуз, но туда я не пошла. Почему, вы можете узнать вот в этом видео. Вот, и, соответственно, после этого я стала уже рисовать сама по себе и столкнулась с таким замечательным явлением, как стагнация. Но сразу хочу сказать, что осознание, что вы застряли где-то, это уже очень хороший шаг. Про это мы поговорим чуть позже. Я стала думать, как же мне развиваться дальше. Я вроде бы делаю одно и то же, но почему-то до этого у меня скилл рос, а сейчас все, мертвая точка. Я не могу с нее сдвинуться, ничего у меня не получается. В интернете огромное количество материалов, часто очень полезных, это правда, но что спасло меня, это структурирование всего того, что я посмотрела, послушала и прочитала. Без какого-то порядка у вас в голове ни один процесс образовательный, процесс обучения не будет качественным. Потому что рисование, если мы сейчас говорим не про творчество в удовольствие, а именно про процесс образовательный, это труд. И начнем с первого пункта. Это академическая база. О ней говорят все, и знаете, если вот вы до последнего отнекивались, и казалось, что не надо этого, это надо. Это видео — это очередной просто вам знак, что рано или поздно нужно сесть и пройти эти круги ада. Вот вам нужно решить какую-то задачу. В математике обычно куча формул. И вот вы выходите к доске и с листочком, на котором написаны эти формулы, и полчаса решаете один пример, периодически поглядывая на этот листочек, и вы решите его успешно, но формул вы этих не знаете, поэтому вам постоянно нужно на них смотреть, и только тогда вы сможете их решить. Однако, когда вы выстрадали, вас заставила преподавательница выучить все эти формулы, вы проклинали ее, вы не хотели это делать, вы не понимали, зачем это, но как только вы выучили и достаточное количество времени практиковали определенный тип задач вот с этими формулами, дальше они будут для вас просто вот так. Для вас это будет супер просто, потому что это превратится в автоматический процесс. Все эти формулы, они уже будут вот все в голове у вас сидеть, никуда вы их не выкинете. Это как таблица умножения, можно тоже с ней сравнить. И вот с академической базой то же самое. Сначала сложно рисовать без схем, то есть вам нужно смотреть на пропорции, пока вы их не запомнили, там, допустим, вот то, что хоп, нос, оп, оп, 1/3 нашего лица. И то, что, например, наши глаза находятся, вот, я не знаю, тут, конечно, в таком ракурсе нахожусь, смотрите, оп, оп. То есть получается, что когда вы это уже знаете, и когда вы достаточное, это очень важно, количество времени тренировали вот этот навык, все, затем вы будете рисовать лицо на автомате. Я могу просто привести пример с профилем. У меня вообще, никак не получался профиль. Я не хочу говорить, что сейчас я там как-то прям круто его рисую, но просто вот для меня это была какая-то страшная тема. Вообще, я не знаю почему, ни в какую не получалось. В один момент я села, нашла какие-то определенные схемы, уроки, мучилась. Если будешь долго мучиться, что-нибудь получится. Это правда. Сейчас я рисую профиль, когда
я не знаю, что мне нарисовать, просто, знаете, вот для расслабления, для душевного умиротворения. Просто когда вот сидишь на паре, что-то слушаешь, и как-то вот этот профиль автоматически вырисовывается, потому что у меня уже в голову загружены все эти данные, как рисовать этот профиль, и поэтому для меня это кайф. Могла бы я представить, что для меня когда-то будет в кайф легко нарисовать профиль? Ни за что. Здесь сразу может возникнуть такой вопрос, а так ли нужна академическая база, если художник — это состояние души? Вот я так чувствую, я вот хочу нарисовать так. И вот есть же величайшие художники, которые, вообще-то не в реализме рисуют. Например, давайте вот вспомним Пикассо. У Пикассо есть просто потрясающая работа «Бык». Это животное нарисовано с помощью, не знаю, там, 1, 2, 3 линий. И это супер крутой пример. И вот, казалось бы, это не реализм, и это все равно что-то невероятное. Но то, что вы видите перед собой, это лишь последний элемент серии работ из, внимания, 12 фрагментов. То есть сначала Пикассо изобразил этого быка суперреалистично, а дальше поэтапно он упрощал форму. Безумно нравится эта серия. Это замечательный пример того, как человек, который владеет академической базой, уже затем постепенно работает с формой и находит какое-то свое видение. Чтобы нарушать правила, нужно знать эти правила. И почему я все говорю про форму? Чтобы рисовать человека, мне кажется, наверное, большинство трудностей именно с рисованием людей возникает. Нужно знать формы. Куб, шар, пирамида, цилиндр. То есть, когда вы смотрите на человека и можете разделить его на формы. Почему это видео полезно и тем, кто хочет повысить скилл, и тем, кто только вообще начинает рисовать? Когда хочется сделать большой шаг и дальше продвигаться в чем-то, нужно возвращаться к истокам. Нужно возвращаться к вот этой базе и быстренько пройтись по ней. То есть я всему этому, казалось бы, научилась очень давно, но без постоянной практики что-то из головы куда-то пропадает, и все. То же самое происходит, например, с иностранными языками. Вот в английском вы, я даже не помню, в каком классе выучили этот present simple, и все. Казалось бы, это самое легкое, что может быть. Но даже когда у вас там уровень, не знаю, B2 или C1, полезно бывает вернуться к этому present simple и освежить знания в голове, потому что часто ты можешь знать суперсложные конструкции, но поплыть на базовых элементах. Это абсолютно нормально. И в рисовании также. То есть первое упражнение вы берете, например, шар или куб или пирамиду и рисуете с разных ракурсов. Почему это важно? Здесь самое главное – это тренировка светотени. Вы смотрите, как ложится тень, как ложится свет, блики, где рефлексы, как это еще меняется в зависимости от того, куда направлен свет. Это очень важно, потому что когда вы рисуете человека, так как наше лицо фактически состоит из вот таких форм, и когда мы знаем, как работать с простыми формами, со светом и тенью на них, мы понимаем, как это все использовать при создании там, портрета, например. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Ну, в общем, это прям такой начальный этап. Важно отточить этот навык, чтобы у вас это получалось, и чтобы вы понимали, что есть вот свет, тень, рефлекс, блик и так далее на каждой из фигур. Дальше переходим к следующему, не знаю, можно ли это сказать, упражнению. Обрубовка. Сюда. Просто моя любимая. Берете обрубовку, есть разные изображения в интернете, и рисуете. Важно, опять же, с разных ракурсов и использовать разное положение света.
Чем больше на самом деле вы запомните вот этих схем света и тени, не знаю, можно ли так назвать, тем проще вам будет. Есть еще вот эти сайты с 3D-модельками, тоже удобная штука, я, правда, так и не нашла нормального, но, возможно, здесь прикреплю и поищу. Супер, супер для тех же референсов, но если вы постараетесь, опять же, выучить это как схемы, потом это все к вам придет на автомате. Перед тем, как работать с цветом, надо вот разобраться с тоном и порисовать все в ЧБшечке. На самом деле, поэтому есть вот эта техника покраса, когда художники сначала все делают в ЧБ, а затем уже переводят с помощью карт градиента, как правильно, в цвет. Сейчас будет достаточно неприятный, но очень важный для вашего прогресса пунктик. Это Stop being delusional. Ваш уровень рисования в действительности может быть ниже, чем вы его представляете. Смотрите, вот вы рисуете, например, на таком уровне, и хоп, резко получается одна работа, которая вот сильно лучше. И начинает казаться, что все, вы выросли, и что теперь вы свой уровень определяете именно этой работой. И именно это приводит вас вот в состояние delusional, состояние иллюзии того, что вы уже рисуете вот на том уровне, на котором получилась вот эта супер крутая картинка. Потому что это такая вспышка, это такой всплеск, это исключение, а не правило. То есть посмотрите, как вы дальше будете рисовать, сравните с последующими работами. Потому что часто бывает одна работа, которая сильно выбивается, но дальше, если, опять же, не развиваться, работа снова возвращается к прежнему уровню. То есть это одна была такая работа, например, с точки зрения анатомии супер классная, вообще хорошая, а остальные достаточно уступают ей. Как тогда понять, что вы выросли? Когда вот эта работа, которую я называю вспышкой такой, она стала уже нормой. Что еще очень важно сказать про этот пункт? Порой мы смотрим на работы других художников, и нам кажется, красиво, конечно, но в целом я так тоже смогу. Когда у вас возникает эта мысль, вот возьмите работу этого художника, которую, как вам кажется, можно легко воспроизвести, и просто попробуйте. Просто попробуйте ее перерисовать. И тогда есть риск, что вы увидите, что вы так не можете. И здесь, конечно, проблема такая с нашим эго. Знаете, вот в ТикТоке даже есть эта фраза, когда под видео с каким-то классным результатом, или вообще в целом с какими-то классными действиями люди иронично пишут: угадайте, что мне мое собственное эго говорит прямо сейчас. Имея в виду, что кажется, что, господи, там какая-то фигуристка что-то подпрыгнула, завернулась там 6000 миллионов раз. Я думаю, что у меня получится это с первой попытки. И это нормальное состояние, наверное, нашего эго, но нужно ловить себя на этом, потому что у меня тоже такое было. Сейчас посмотрю, подождите, я отвлеклась на Telegram Stories. Повторение работ других художников, которые вам кажутся легко повторимы, или просто, что вы можете так же, они вам могут дать такую реалистичную картину того, на каком уровне вы действительно находитесь. Потому что захожу я также в Pinterest, смотрю, так, да, это вообще не мой уровень, в плане того, что я так не смогу. А вот здесь, в целом, да получится. Вот беру я этот арт, результат убил просто. Я вот на это посмотрела и такая... В общем, если в какой-то момент вы ловите себя на мысли, что, кажется, рисую я слабее, чем
я думаю, что я рисую, это абсолютно нормально, и на самом деле это является таким толчком к прогрессу. Потому что, да, в этот момент чувства не самые приятные вы испытываете, 100%. I can relate. Опыт 0 из 10, правда. И я уже упоминала про то, что можно взять работу другого художника и попробовать ее повторить. Так вот, я хочу это вынести в отдельный пункт срисовочки. И сразу скажу, когда мы что-то срисовываем, это невероятно полезно для нашего учебного процесса, но мы это не выкладываем, как сказать, как самостоятельное произведение. До того, как я пошла в художественную школу, туда же все равно нужно как бы поступить, то есть сдать экзамен. Я ходила, я не знаю, как это назвать, потому что находилось это в том же месте. Может быть, это творческая студия или студия для рисования, что-то такое. Вот, туда я ходила в 5 или в 6 лет, и, собственно, несколько лет, пока не поступила уже в художественную школу. И в чем была там суть? Допустим, какая-то тема, какое-то изображение преподавательница готовила, и мы должны были его повторить. Но повторяли мы его не так, что мы видим перед собой картинку, а прям поэтапно. То есть она показывала, рисуем голову, мы рисуем голову. Дальше, не знаю, шапочку она рисует, мы рисуем шапочку. То есть это такой процесс повторения. И да, в нем нет какой-то художественной ценности или так далее. Это хорошее упражнение для такого начального этапа. Но то же самое можно использовать и когда вы хотите продвинуться в рисовании. Потому что, когда я была маленькой, соответственно, я перерисовывала, ну, достаточно такие простые изображения, которые нам показывала преподавательница. Однако, допустим, у меня есть работы художников, которые я считаю для себя примерами для подражания. И мне хочется плюс-минус на этот же уровень выйти. Я беру работу какого-то художника. Вот мне понравился такой портрет, особенно покрас, и мне захотелось хотя бы попробовать повторить, сделать так же. И я прям перед собой добавила эту работу и стала вот что-то пытаться сделать. И было так, что я вот рисую, но вот не получается один в один. Тогда я как бы беру саму работу и могу поверх нее сделать пометки, чтобы понять, где у этой художницы на портрете там расположены глаза, то есть понять, как она сделала пропорции, если совсем не идет. Но при этом, кстати, хочу сказать, что я против такого при создании уже самостоятельных артов, потому что, ну, это какое-то читерство. Вот. Но для образовательного процесса супер. Знаете, что еще бывает полезно сделать? Иногда нам кажется, может быть, дело в программе, может быть, это какой-то волшебный инструмент у других художников или художниц, и вот если я вот что-то другое начну использовать, все, тут же мой уровень взлетит. Когда ты рисуешь, и получаются какие-то странные пропорции, ну вот вообще не идет. Возьмите какой-то портрет, который вам нравится, и обведите его. И тогда вы увидите, что красиво нарисовать можно в этой программе. Я не знаю, понимаете ли вы, о чем я, потому что это достаточно такое специфический кейс, не знаю, но мне это помогло. То есть я обвела какой-то портрет, убрала, в общем, нижний слой с портретом, и я вижу, что линейно передо мной очень красивый рисунок. И вау, дело не в программе, а просто человек, который нарисовал портрет, он, ну, хорошо владеет анатомией, хорошо владеет знаниями академической базы, он замечательно там расположил все с точки зрения пропорций. И что я делаю дальше? Можно вот эту обводку сохранить и разбить ее вот прям, как даже это сказать, разбить ее на части, то есть нарисовать там схему, посмотреть, как на этом портрете расположены пропорции, все это отметить и попробовать также перерисовать.
Потому что даже когда ты перерисовываешь чужую работу, и она не получается, ты до последнего не понимаешь, что не так. И поэтому даже обводки, они помогают увидеть, где конкретно ты неправильно передал пропорции. Вот. Под конец 25 года, когда я поняла, что я нахожусь вот в состоянии этой стагнации, и мне хочется развиваться дальше, я спросила маму. Я как бы уже отучилась в художественной школе, но мне самостоятельно просто жизненно необходимо повышать скилл. Ну вот что мне делать? И она сказала буквально одно слово. Наброски. Наброски чего? Всего. Нужно просто рисовать наброски с натуры. Все что угодно. Опять же, вы можете также это подстроить под свою цель. Хотите рисовать человека? Пожалуйста. Вы едете в транспорте, делайте наброски. Вы сидите в ВУЗе на лекции, вокруг вас есть люди, рисуйте их. Сидите в кафе, пожалуйста, делайте набросок людей или кафе. Вы можете зарисовывать все, что вас окружает. Это замечательная тренировка. Все-таки не зря нам в художественной школе каждое лето сдавали ходить на пленэр и приносить, в общем-то, наброски. Потому что когда вы делаете набросок с натуры, особенно когда у вас мало времени, например, потому что вы едете в транспорте, и человек этот скоро уйдет, вы акцентируете свое внимание не на каких-то деталях, а на общей форме. Ну и, конечно, чем больше вы делаете набросков, тем лучше у вас становится навык, и затем вы уже можете экспериментировать с техниками, с материалами и так далее. А если вы перед этим освоили вот эту базу, поделали упражнения с формами, с кубиками, шарами и так далее, с обрубовкой, когда вы знаете пропорции, то как раз-таки уже используя эти знания в своей голове, которые на автомате появляются, но не сразу, разумеется, вы, делая наброски, быстро их как бы переносите на бумагу, и это супер. И последний пункт, который связан с предыдущим, наброски, ограниченные по времени, это еще и прекрасный способ борьбы с таким замечательным явлением, которое останавливает на самом деле огромное количество художников и художниц от роста. Перфекционизм. У меня, как у главной представительницы этого феномена, есть что сказать. Я прекрасно понимаю эту любовь доводить работу до совершенства, до какого-то идеала. И я знаю, какое удовлетворение, но при этом достаточно редкое, вы можете испытать, когда видите, что все, вот вы до последней детали все проработали. Но чувство это очень мимолетное, и оно вас очень сильно останавливает. Вы не представляете, насколько быстрее вы бы могли расти, если бы не перфекционизм. Важно просто не то чтобы забить, потому что, разумеется, сказать это очень легко, но вот знаете, перетерпеть. В этом плане помогают челленджи. Когда вы ограничены по времени и когда вы ответственны перед кем-то, например, вы своей аудитории говорите: все, я участвую в этом челлендже, ждите от меня работы. Ну и как минимум вам будет неловко, если вы засядете с какой-то работой, будете пытаться довести ее до идеала. К слову, идеал недостижим. Ну, это такой спойлер. Когда вы рисуете для какого-то челленджа, фокус внимания меняется. И у вас уже цель не довести работу до идеала, а нарисовать работу по каждой теме. Например, любимый Инктобер. Я буквально заставляла себя выкладывать, часто мне не нравилось, и знаете, что я делала? Иногда я писала так: мне эта работа не нравится, но я перейду к следующей, и если у меня будет время, я доделаю. И это гораздо эффективнее. То есть у меня получилось как минимум 14, даже 15 или 16 готовых работ, которые я уже после окончания Инктобера чуть-чуть подправила, но на самом деле это были незначительные детали, их бы мало кто заметил.
Да, это было важно для моего внутреннего спокойствия и умиротворения. Все, как бы здесь я галочку поставила. Но и при этом, если бы я в процессе пыталась одну работу доводить до идеала, забивая на все остальные, я бы просто засела с одной. Вот. Как только вы перестаете обращать внимание на перфекционизм и просто делаете, делаете и делаете, вы начинаете расти. Причем достаточно быстро и эффективно. На этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно было полезным для вас. В комментариях можете рассказать про свой личный опыт роста или написать что-то другое, все что душе угодно.